Уважаемые товарищи потомки, роясь в прошлого окаменевшем огне, прошлых дней разбирая обломки, вы, возможно, вспомните и обо мне. Профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу об Эндерсах и о себе. Здравствуйте еще раз, уважаемые пиромантики, Прометей, повелители огня и хранители пламени. Решил я вернуться к сакраментальному вопросу. А была ли гайка? Вот это вот. У нас с Андреем Севастополем были обширные дискуссии по этому поводу с обменом фотографиями. Но все они, правда, были такого качества и сняты из таких ракурсов, что сказать точно, с достоверностью, что да, гайка есть или наоборот нет, гайки нет, было затруднительно. Я придерживался той версии, что это хотя и качественная, но кустарная все-таки доработка. Возможно, с гайкой что-то случилось, и владелец, умелец предыдущий, модифицировал вот это вот место пайкой. В пользу этого говорило также покрытие коробки, нетипичное для Эндерсов, без каких-либо надписей. И вот, на одной японской барахолке я таки нашел достаточно качественное фото такой же модели. Да, резьба есть, а гайки нет. Более того, коробка также покрашена нетипично для Эндерса и имеет следы ржавчины. То есть это точно не новодел. Ну, гипотеза моя пошатнулась, потому что вряд ли два человека с разных сторон глобуса в одно и то же время, то есть это несколько десятков лет назад, потеряли одну и ту же гайку и перекрасили коробку. Но на другой, тоже японской барахолке, я нахожу эту же модель, но уже с гайкой. Коробка, хотя уже и в типичном для Эндерса раскрасе, но на ней не указана модель. При внимательном рассмотрении также можно отметить и гайку сальника, которая уже именно гайка с внутренней резьбой, а не с внешней, как на этом экземпляре. Подставки под посуду тоже, скорее всего, сталь, покрытая латунью, как и блюдечко розжига. Еще встречается промежуточный вариант без шестигранника на топливной трубке, но с наружной гайкой сальника. В следующей модели 9060N четырехлапая подставка из двух спаренных деталей заменена на 3 независимые опоры. Это позволило чуть более симметрично расположить примус в рабочем положении, а также благодаря замене цельной изогнутой топливной трубки на составную. Шестигранная пробка бачка под ключ, тепловетрозащита добавлена. Надпись на коробке не всегда содержит букву N. Возможно, это какие-то ранние выпуски. Эта же модель встречается и с тихими вариантами горелок. Еще видел вариацию с рукоятью насоса более позднего типа. Редко встречается даже в интернете. Скорее всего, это какая-то мелкосерийная сборная солянка самого Эндерса, так как и на коробке, и в инструкции приведены изображения с громкой горелкой. Следующая этапная доработка – встроенная прочистка. В связи с появлением встроенной прочистки ключ регулировки сделан съемным. Модель 9069D. Заливная горловина перемещена в дальний конец бачка, видимо, подальше от пламени. И также встречается с тихой горелкой. В следующей модели 9060D. Коробка типа жестянка от печенья заменена чемоданчиком из более толстой стали. Кардинально изменилась система крепления подставок под посуду, которая в этой модели зачем-то сделана изогнутой. Заливная горловина вернулась на середину бачка, и насос получил свою типично эндерсовскую рукоять. Горелка сразу тихая, и для ее более симметричного размещения
прочистка и регулятор подачи поменялись местами. Чуть не пропустил предыдущую вариацию 9060D с прямыми подставками под посуду, громкой горелкой и съемным ключом регулировки. У обоих вариаций этой модели корпус закрывается защелкой, а не замком. И, наконец, вожделенная мечта каждого промышленника – военный заказ. Дело не ограничилось перекрашиванием корпуса в темный оливгрюн, а бачка фельдграу и передвиганием горловины опять в дальний конец бачка. Бачок теперь вместе с горелкой соединены на шарнирах, а горелка на салазках, что упростило приведение примуса в рабочее состояние. Достаточно его просто открыть и вытащить регулятор топлива и рычажок прочистки, которые сблокированы и вынимаются оба вместе. Вот так. Вот. Усилены ножки под посуду. Чем крепче примуса нога, тем крепче наша оборона. Ну, ихняя в смысле. Похожее, кстати, есть в Бундесвере, но на солярке. Ну, для тех, кто в танке. И весит втрое. А для пехоты окопной вот этого в самый раз. Квадратиш, практиш, гуд. Выпускалась параллельно с этим также гражданская версия в сером цвете корпуса и с некрашенным бачком латунным. Но коммерческого успеха не возымела. Уж очень конструкция была сложная и дорогая в производстве. И выпуск был прекращен. Выпускалась еще детская модель Baby 9063. Хоть это и одна модель, но по вариациям, вариации ее едва ли не больше, чем взрослых моделей. Одних только подставок под посуду у 9063 6 штук, 6 вариаций. А упомянул я о ней только потому, что первый 9063 Baby имел такое же покрытие желтого цвета коробки, как и у этого экземпляра. Ну, до перекрашивания, естественно. Что в совокупности с вышеизложенным позволяет мне практически утверждать, что вот эта модель и есть самая первая, если вообще не прототип, всех последующих Эндерсов. Крайне сырая, практически неремонтопригодная конструкция, изменения в которую явно вносились уже после запуска в серию. Керосиновые рудименты и атовизмы в виде ушастой пробки бачка и впаянного горизонтально расположенного насоса. Гайка сальника с наружной резьбой встречается только в этой модели. Во всех остальных Эндерсах, даже в старшей версии вот этой модели, гайка с внутренней резьбой, вот такая как здесь. Кстати говоря, надо ее подтянуть. Так, нормально. Так что вот они, прадедушка и правнук. Первый в роду, можно сказать, и последний из могикан. Единственная общая фамильная черта – это рукоять регулировки. Она присутствует на всей линейке Эндерсов практически в неизменном виде. Такая вот ведроподобная или стаканоподобная. По поводу же именования моделей, у Эндерса это делалось каким-то бессистемным способом, добавлением, точнее изменением одной цифры и иногда одной или другой буквы из разных концов алфавита. У меня даже такое впечатление, что изначально просто взяли
два клейма, 9,0 первые попавшиеся, набили. Показалось не солидно, тогда этими же клеймами добили 60. Ну и как-то так вот прижилось. Так что вот они, первый и последний. Разница в именовании моделей всего лишь на 1 единицу. Спасибо за внимание, до следующих встреч. И догорят наши примуса синим пламенем.